Ну что, Всем дорогие привет. подписчики, да, кто нас будет смотреть, кто сейчас зайдет и кто будет смотреть это все в записи. Сегодня у нас прямой эфир с компанией РВТ, расшифровка Russian Welders Team. Национальная Все школа верно. сварки. Best of the best сварщики. Много о вас слышал, много видел вас на выставках, в социальных сетях за вами там следил. Ну, в принципе, у вас там такая команда, то, что у каждого столько регалий, то, что там, блин, дофига. Ну что, хочу представить Могу, в Михаила. принципе, да. Да, Да, спасибо. передаю Наверное, тоже слово. могу, да, чуть-чуть рассказать о нас. То есть, вообще давно мы всем этим начали заниматься. Это еще было около 2016 года. Тогда мир был совсем другой, поэтому что произошло? Произошло то, что в рамках всех чемпионатов всегда существует огромное количество партнеров, компаний, которые помогают проводить эти чемпионаты, предоставляют оборудование. И в один прекрасный день, собственно говоря, у нас пришла идея в компанию Кемпи стать партнерами. Точнее, нам это любезно предложил сделать Союз WorldSkills, теперь уже агентство. Был весь этот проект курировать. Ну и таким человеком стал я. Мне действительно как бы подвернулся удачный шанс в жизни начать отвечать не только за чемпионаты, но еще и за, собственно говоря, национальную сборную чемпионатов WorldSkills. То есть все знают, что есть Олимпийские игры, там есть олимпийские сборные, но далеко не все знают, что есть, в принципе, чемпионаты, такие же олимпиады по профессиональному мастерству. Ну и, соответственно, я представляю сварку на таких чемпионатах. То есть это все WorldSkills, оттуда все прошло, правильно? Да, на самом деле на данный момент все довольно очень интересно закручено и запутано, потому что действительно с самого начала это стал национальная сборная России по чемпионатам WorldSkills. И дальше в рамках этой чемпионатной активности сначала мы хотели фокусироваться только на своей внутренней тренировке, то есть тренироваться в России. Мы самые лучшие, самые крутые, но в какой-то момент времени поняли, что зачем изобретать велосипед, если можно его, в принципе, не то что подсмотреть, да, но поделиться идеями. И начали регулярно курсировать по совершенно разным странам, совершенно разным производителям в том числе. То есть мы были и в Америке Lincoln Electric, мы были в Тайване, мы были в Китае. То есть, как сейчас можно говорить, и модно, да, и дружеские, и недружеские страны. Но для нас вообще все друзья, потому что мы воспринимаем себя как такое профессиональное сообщество сварщиков. И в процессе тренировок, то есть это тренировки, 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 так же, как у фигуристов, у нас есть тренерский состав. Тренерский состав мы начали растить как раз с того же самого момента, как все это началось. Мы начали приглашать тренерский состав с производств, с учебных заведений. И таким образом создали вот такое комьюнити, как можно говорить, то есть сообщество на русском сварщиков. Вот мы кто такие. Круто. А вот по поводу Китая, это сейчас у меня правильная информация в голове и мысль, по-моему, сколько, ну вот лет 5, наверное, там был, или 4 года назад чемпионат, когда туда ездил Сергей Иванович Савчук, и парень сейчас вылетел, фамилия с Рыбинска, он там какое-то место занял. Это все то же самое или нет? Или сейчас я о разных вещах? Это не совсем то же самое, потому что есть огромное количество разных направлений. То есть китайцы, у них есть и направление WorldSkills, и направление другого, ну, грубо говоря, национального общества сварщиков в Китае, типа как НАКСа. Ага. Вот мы ездили вне конкурса приглашенными как раз на то мероприятие, куда приезжал как раз Савчук. То есть мы там не соревновались с теми, кто заявился в конкурс, мы туда ехали как друзьяшки со всеми потусить, показать, научиться и научить. Понял. Как вы сейчас, как сказать, ну, грубо говоря, там, не знаю, как вы деньги зарабатываете? Я смотрю, у вас очень много обучения, и опять же, у вас там командировки туда-то, 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 там, я не знаю, вы по всей стране катаетесь, как я понимаю, там, допустим, предприятие там, ну, там, наугад пальцем в небо, там, Красноярский какой-нибудь там завод, который хочет, чтобы его сварщики стали немножко, а может, и гораздо больше профессиональными в своей сфере. И они заказывают у вас услуги, вы летите, там,
предположим, в Красноярске, и обучаете там сварщиков и повышаете их скилл, делитесь своим опытом, знаниями, там, я не знаю, про технологии им рассказываете. Да, но здесь, наверное, будет правильно отметить, что, ну, в чем сама суть нашего существования. То есть у нас в рамках чемпионата WorldSkills человек выступает не как олимпийский чемпион. Он только один раз в жизни может выйти. То есть либо ты выиграл, либо проиграл. Более такие способы сварки. То есть есть одно задание, состоит из 4 частей. Вот ты всеми способами сварки должен сварить один человек, причем он молодой человек, там есть ограничения по возрасту. И в связи с этим получается, что в нашей команде образовывается контингент людей, которые сварщики-универсалы. То есть это Офигеть. довольно выгодно работать с такими ребятами. И, в принципе, работать с нами выгодно в каком плане, что на производстве, ну, часто используется какой-то один способ сварки, но все-таки есть параллельные какие-то задачи. Конечно, Отправлять конечно. для решения разных способов сварки разных представителей не всегда выгодно. То есть если приезжает наш сотрудник, как раз, например, Красноярск, у нас действительно кейс интересный был, Цветмет, не по-моему, у знаю, вас был. Красцветмет, Да, да, да. соответственно, кейс потрясающий, там сварка платины аргоном, да, то есть рад сварка платины, и действительно, понятное дело, что в мире никто подобного не делает, домашнюю работу, то есть теперь мы искали информацию, не нашли, то есть нас пригласили, зная, что мы никогда так не делали, по причине того, что у нас есть большой бэкграунд и опыт за плечами, что если мы приедем, то, скорее всего, мы сможем все равно продемонстрировать какие-то улучшения, исходя из огромного опыта, который был, ну, как, выращен во время тренировок. То есть чемпионат, он совершенно оторван от производства, но все-таки скиллы и навыки он закладывает в человеке, которые позволяют ему адаптироваться под все производственные задачи. Ну, это как Поэтому, грубо... да, Хотел привести аналог такой, ну, не знаю, там не аналог, а историю про то, что работы в полях и работы постоянно на производстве со сложными задачами, как вот, допустим, в Красноярске Красцветмет с платиной, конечно же, это повышает скилл, конечно же, это повышает знания, и, как ты говоришь, бэкграунд у тебя уже совершенно другой. Итак, 1, 2, 3, 5 предприятий, ты уже совершенно, у тебя как кругозор совершенно другой уже становится, у тебя профессионализм там растет уже в геометрической профессии, в геометрической прогрессии. Здесь да, то есть очень интересная ситуация, ну и ты тоже ее застал, я уверен, в своей профессиональной деятельности, когда ты курсируешь по различным производствам, да, с точки зрения даже демонстрации сварочного оборудования, то в целом ты становишься специалистом, который погружен в различные направления проблематики. То есть ты знаешь, какие проблемы есть в одном месте, в какие есть в другом, и благодаря этому у тебя получается, у тебя в голове складывается комплекс решений, которые ты можешь адаптировать с каждой новой задачей. То есть это как нейронная сеть. Ты обучаешься на куче различных предприятий, проблем. Ну и, собственно, про меня, наверное, ты тоже знаешь, что я 11 лет в кемпе отработал. То есть Да, вот да. решил такой микс сделать. Я все-таки не суперсварщик, то есть я не участник WorldSkills, но вместе со мной есть крутые ребята, которые как раз это все могут дополнить. Это как инженер и сварщик, вот супер. Кстати, расскажи про вашу команду. Кто у вас сейчас? Я вот только Алексея Петрухина, кто там еще, Диана, там, ну вот, как сказать, лица-то все знакомые, но, к сожалению, то есть я их много где видел, много где слышал, читал, а по именам не знаю, к сожалению. Ну, здесь на самом деле сложно так взять и обрубить, скажем так, по всем фронтам, что вот ты в нашей команде, ты не в нашей. Я уже сказал, что мы себя ощущаем как сообщество, то есть если человек заинтересован в области сварки, готов движ какой-то наводить, готов улучшать сварку или там пропагандировать качество, то мы, в принципе, с удовольствием готовы считать, что этот человек вместе с нами движется. Круто. Если говорить про людей, которые вот непосредственно там регулярно с нами реализуют какие-то проекты, есть и люди, которые вот, ну, разово приезжают там, то есть частота взаимодействия разная, но в основном у нас, то есть мы начали чемпионат с Вадимом Медигалиевым, это 16-й год, это человек, который только первый раз, скажем так, ну, грубо, да, поехал уже нацеленный на результат на чемпионат, дальше, в том числе Влада Бабошкина, Вот, да, Бабошкин. который, собственно, да, получил золото на чемпионате Европы, золото на чемпионате мира. Дальше Владимир присоединился в команду тренерова.
тренерского состава, мы начали расширять, скажем так, количество людей. То есть работать уже не столько на качество, сколько уже пропагандировать размножение количеством. То есть, ну, смысла нет одного сделать там супер крутого сварщика в стране и ходить там на него пальцем тыкать и говорить, вот он Да-да-да-да-да-да. хороший, да, а остальное что? То есть дальше уже появилась Диана Багудинова, про которую действительно многие слышали. Дальше появились сейчас ребята как раз Михаил Сумко, Богдан Романовский. То есть в целом наши профессионалы. Я, кстати, не могу понять, то есть, А я вот тоже или чё-то не ты могу прерываешься по понять, видео. если честно. Иногда бывает на секунду то нормально, там буквально минут 8, потом раз на секунду, на 2 глюк. Ну, в принципе, Ага. связь не обрывается, все нормально, все слышно, и в записи потом это будет все нормально. Ну, слава богу. Соответственно, вот, то есть мы сейчас находимся в такой стадии, что во время тренировочного процесса у нас команда росла. То есть сейчас порядка там 11 человек различного уровня. То есть это не только сварщики, это есть эксперты, то есть это люди, которые практикуют сварку, но они могут провести чемпионат, провести визуально-измерительный контроль, ультразвук, разбираются в там, аттестации НАКС или других каких-то областях. То есть это такой ИТР, скажем так, да. Есть сварщики, я уже назвал часть из них. Ну и, соответственно, какие-то большие крупные проекты, естественно, мы начинаем подключать остальное экспертное сообщество. Ну, в каких-то группах, возможно, мы с тобой тоже пересекаемся, там, WhatsApp, Телеграмы, потому что действительно оказалась ситуация такая, что несмотря на огромное количество колледжей в стране, которые обучают сварщиков, по какой-то, причине все равно работодатель часто говорит, ребята, все хорошо, а давайте поищем что-то еще. Ну, я совершенно привык простыми словами говорить, заранее извиняюсь за там какие-то непрофессиональные Все отлично, все нормально. лексику. Но вот к нам приходят, сегодня как раз шла речь о том, что есть серьезные проекты, в том числе там Белокаменка, Усть-Луг, нехватка, колоссальное количество сварщиков в стране, разные компании, то есть от «Газпрома» до там «Ренессанса» и остальных называют нехватку порядка 16 тысяч сварщиков, нехватка в стране. Да? И когда мы понимаем, что на протяжении огромного количества времени страна колледжи взращивала, да, вкладывала ресурс, а почему такое произошло? Да, вот мы пытаемся как раз стать таким прослойкой между системой там, государственного образования и работодателем. Грубо говоря, не попал ты в государственное учебное заведение, мы готовы тебя натаскать на то, чтобы ты соответствовал ожиданиям какого-то работодателя. Или работодатель говорит, есть, скажем так, ребята, которые вроде как выпустились, то есть мы их нашли, но мы не очень удовлетворены уровнем их. Давайте что-то с этим сделаем. И поэтому вот в таком формате мы существуем. Естественно, когда речь идет 16 тысяч человек, 5 человек, то есть наша команда сама по себе, вот, который там день видится, они не смогут такой объем сделать. Поэтому мы действительно ищем людей, ищем ребят, талантов, профессионалов, которые этим занимаются, готовы дружить со всеми. Вот, такой подход какой-то, естественный, Круто, скажем круто, так. вообще, прям такой комьюнити, такое объединение, такое расширение. Классно. Ну, я боюсь там камней в наш огород, да, но тем не менее в Америке есть классное сообщество American Welding Society, и куча сварщиков там Знаю. встречаются, проводят семинары. Это, не надо бросаться камнями, да, потому что я там был, я наблюдал, как там это устроено, понял, что в России огромное количество есть разных WhatsApp-групп, там телеграм-каналов, люди хотят обмениваться опытом и информацией, но как-то вот централизованно это не складывается. У нас был ресурс, мы пытались вот продвинуть эту тему. Ты правильно говоришь про Америку. Дело в том, то, что я там немножко жил и знаю очень хорошо, и видел, как там развиваются именно комьюнити в плане сварки. Это, грубо говоря, даже магазины, где люди приходят, сварщики, пьют кофе, обсуждают последние новости. Но это как у нас, я не знаю, кружок по интересам. Только почему-то я себе Мгм. плохо представляю, что в Ачинске либо в Норильске собрались сварщики после смены, после работы, пошли они в кафе попить кофе и обсудить там сварочные новые технологии. Ну, как-то это, к сожалению, у нас-то все там и в действительности быта и экономика там много что накладывается. Ну, объединение, сообщество, вот это вот, блин, это
В этом развитие, в этом именно развитие в таких вещах. И да, я вот хотел еще дополнить, что когда я туда приехал первый раз, меня больше всего интересовало, как же они, ну, то есть известные многим бренды, там, Miller, Lincoln Electric, да, а они все собираются на одной площадке чемпионата, каждый хочет свое продать. И в рамках чемпионата они организовывают общую активность, так же, как там выставки Фабтек, да, ресурсы в организацию такого. Вот говоря, мы в этом тоже увидели свой ресурс. Мы можем работать с партнерами, с производителями, очень открыты ко всем и пытаемся, так сказать, своими возможностями подстегнуть их к организации такого не кластера вокруг одного партнера, а кластера вокруг, ну, мы себя пытаемся позиционировать как некая не продажная организация, не лоббирующая интересы какой-то одной корпорации, не лоббирующая интересы какой-то одного производителя. То есть, конечно, у нас есть партнеры, но мы открыты ко всем с партнерством, и поэтому мы стараемся всех вот объединить, давайте как бы пушить сообщество. Идея крутая. И сразу же такой вопрос. А кто у вас сейчас партнеры по сварочному оборудованию, по сварочным материалам, там, по СИЗам, по... Ну, вот, Здесь на самом деле, вот как я уже говорил, мы родились не от корпорации, да, не от государства. У нас с трудом организовывается какая-то такая формалистика с точки зрения там, документов, там, брендбук, как там, что можно писать, нельзя. Мы к этому стараемся идти. В плане партнеров мы сотрудничаем с Кедром, с ИСАБом, с Чипой, с кем еще забыл. Ну вот, то есть у нас как бы компания ушла, а партнером нашим она как бы, ну, коммуникация прервалась. Ну вот партнер или не партнер, Кемпи нам много помогал в свое время. Да, конечно, но конечно. они ушли, контактов нет, оборудование есть. С линкольновцами мы общаемся, но их нет, мы же друзьяшки, скажем так. Сейчас вот EWC материалы, совершенно недавно общались. Ребята тоже открыты к взаимодействию. Кого я еще, наверное, не назвал-то? Эллой, Эвоспарк. Да? То есть, естественно, мы сейчас стараемся помогать. Опять же, у нас это неким естественным образом идет. Увеличивается объем и сложности в освоении российского производителя. То есть те, кто раньше работал на, там, например, Кемпе и не может сейчас купить Кемпе, он покупает там Элой, Эвоспарк. Это оборудование для многих является не бренд новый, но сам факт работы на таком аппарате, он новый. Да, Естественно, мы да. стараемся им уделять тоже внимание большое, потому что, ну, во-первых, ребята наши, да, в некоторых аспектах, во многих причем, не уступают импортным каким-то производителям. Поэтому вот от и до есть там китайское оборудование, сами могут там зрители определить, кто есть кто. Да, в плане Кемпи тоже могу искренне сказать, да, что когда аппарат собирается, ну, компоненты, вот когда MacBook делают, ну, как становится он китайского или не становится, то есть здесь вот Это как непонятно. пример хочу привести по поводу высокотехнологичное оборудование, европейское, американское, и тот же берем там австрийское Fronius. И сейчас, как сказать, сфера технологий, там сфера именно процессоров. И именно дорогое оборудование, чтобы была очень быстрая связь между сварочной дугой и там всеми микросхемами, нужны очень хорошие, мощные процессоры. И, естественно, Fronius не покупает в Австрии, Австрия не производит процессоры. И, естественно, Fronius покупает эти процессоры там, и те же европейские и американские бренды. Они не покупают процессоры там в Европе и в Америке, потому что по определенным причинам этот сегмент процессоров производится только в одной стране мира, и эта страна там с красным флагом, и все это прекрасно знают. И что теперь? Это оборудование становится китайским, что ли? Да абсолютно нет, как бы. И тут к этому нужно нормально относиться. Тут ничего такого нету. И Да, я вот, ну, как бы как раз вот ты очень крутую фразу отметил, да, что вот флаг производства какого-то бренда, это, ну, по большому счету для сварщика не так много значит. То есть человек берет аппарат,
в принципе, ему должно быть все равно, какой там флаг и made in где, да. Конечно. То есть берешь, варишь, хорошо варит, хорошо, плохо варит, ну, как бы давайте совместно пушить всех там, чтобы оно стало работать хорошо или еще лучше. Ну, вот, кстати, с Фрониусом мы никогда не работали, к сожалению, то есть встречались на производствах, но плотно не общались. У них же А вот зря, на самом деле. Я бы на вашем месте бы съездил в компанию Тена в Москве, ТЦ, Тена, технологический центр. У них громадный демозал, там куча роботизации, автоматизации. У них недавно они привезли оборудование Каларк. Это специальное Мгм. оборудование, турецкое, оно и там под заказы, как сказать, по различным изюминкам доработано для российского производства, для российской промышленности. Ну, в общем, съездите, потратьте один Сейчас день, и вы. прям запишу. Я вам даже контактное лицо могу вот после, как сказать, после этого эфира передать. Спешитесь, и, блин, вы удивитесь, и вы увидите очень много крутых фишек. Вы прям... Это будет круто. А вот, кстати, как раз Юрий Вот. Фомкин, Юрий Фомин. Я вам потом Ну, контакты собственно, да. передам. Тоже, на самом деле, в плане производителей открыты ко всем. Сейчас мы, на самом деле, начали делать такую интересную штуку на нашем сайте, как там система сравнения сварочных аппаратов. Э, Я помню, когда в Кемпе пришел давным-давно, еще в универе учился, первое задание мне сказали: давай ты сравнишь разные аппараты и составишь Excel-ку. Я убил тогда месяц. То есть я вот, ну, бываю человек дотошный, то есть сидел, изучал и понял, что, ну, правда, информация устарела. Я понял, что многим важно, вот именно сварщикам, ну, просто хочу купить аппарат, где я могу сравнить? Если я покупаю не какой-то там для там, гаража, а вот на производство там главный сварщик, либо всех надо по очереди пригласить, да, как-то проверить. Там одни говорят, что там другие плохие. Вот как сделать так, чтобы информация была хотя бы с точки зрения технической, да, не коммерческой, а технической, ну, прозрачна. То есть как сравнить, у кого какой там диапазон герцовки пульса, там, у кого есть двойной импульс, а у кого нет, он настраивается или нет. Вот, собственно говоря, начали в этом направлении тоже разбираться, пытаться. Тоже всех производителей приглашаем, welcome, заполняйте, будем рады. Я просто так как очень долгое время был в продажах именно сварочного оборудования, и, естественно, такие таблички сравнения я делал, там, не знаю, Чия, Фрониус, Чибора, Линкольн, Миллер, там, Кемпи, ЕВМ. И тут, как сказать, очень много зависит от тех строчек, которые ты по своему уже субъективному мнению хочешь включить или не хочешь включить. Мгм. Ты можешь любой из этих там 10 брендов поднять очень-очень высоко, а 9 остальных будут там в сторонке курить именно по техническим характеристикам. Ну, Мгм. естественно, ты это делаешь, как сказать, ну, там, из своей выгоды. Если все попытаться, пытались мы все делать объективно, там, собрать 5 брендов, европейских, американских, и мы начали сталкиваться с тем, то, что разные методики подсчета, разные, ну, там, как сказать, к сожалению, у нас до конца это все не получилось, потому что идея сама вроде бы звучит просто. Блин, перед вами 5 Мгм. 500 амперных полуавтоматов там, со спецпрограммами, с энергетикой. И составьте сравнительную табличку в Excel. По идее, все легко и просто. Но когда на практике ты начинаешь это все делать, все совершенно по-другому выходит. У каждого есть свои изюминки, свои особенности. И их не вписать. И у каждого бренда, как я говорю, ну, то есть есть свои такие фишки, которые есть только у них. И Мгм. зачастую там покупатели, производства, люди покупают именно этот бренд из-за этих вот этих фишек. А если их не учитывать, ну тогда, блин, пустая табличка там, даже не пустая, а табличка с данными. Это как, не знаю, как конкретный пример. Берем сейчас аппарат Кемпи, допустим, ЕВМ, какой-нибудь там 200-амперный аргонник и какой-нибудь Мгм. китаец Мгм. с Алиэкспресса за 15 тысяч рублей, там, не знаю, на 200 ампер, тоже там АСДС, и делаем табличку. И мы увидим, то, что Кемпи и EVM вообще курит в сторонке, это вообще не оборудование, потому что у китайца там, ну, будет все. ПВ 200%, там минимальный ток 1 ампер, потребление, мощность там будет, ну, то есть там масса у него будет, он просто по всем Мгм. параметрам будет выигрывать, ну, просто вот вообще, еще и стоит там 14 тысяч рублей, а ваш этот Кемпи и EVM, да что с него брать, ПВ 35%, как я буду работать на таком оборудовании? Обычно как сказать, ну, некоторые сварщики сразу же смотрят на ПВ, да, ПВ это очень важная характеристика, и никто про нее не говорит, но почему-то у того же Фрониуса, Кемпи, ЕВМ, почему-то у них ПВ там на аргониках 35%, и это вот так вот, этого хватает за глаза, это вообще еще. А всем уже нужно сейчас минимум 100%. Сколько? 60? Не, 60 мало, мне нужно 100%.
Ну, это так, просто лирическое отступление. Нет, это, ну, как бы тоже как раз вот с того момента и началось, что когда я делал сравнительную табличку, еще не все там как бы указывают, при какой температуре Во-во. делается ПВ. И это тоже, я не помню, какого производителя там так раз и написано там при 20 градусах, да, у всех при 40, а тут при 20. Да-да-да-да-да. Понятное дело, что как бы здесь, да, понял, о чем речь, полностью согласен, вообще полностью поддерживаю. На данный момент мы, в принципе, просто планарно, да, вот как бы есть оборудование, в котором написаны просто характеристики, это все есть. А дальше то оборудование, которое мы можем оттестировать сами у себя, ну, то есть взять реально, поварить, сказать, что как бы ПВ 200%, а он там четверку даже не держит. Мы это все как бы будем означать отдельным, да, что там аппарат просто перебиты, грубо говоря, характеристики для сравнения характеристик, и аппарат, который проверен, вот там видеообзор, например, на аппарат, вот где мы реально варили, какие режимы были. Более того, хотим, наверное, даже прийти к тому, что будем делать техкарты под какие-то конкретные аппараты, то есть тоже все понимают, что при замене аппарата чуть-чуть что-то меняется в режиме. Конечно, конечно. Вот все, причем все сварщики понимают, и все сварщики у нас все время просят, а какой режим вы использовали? Ну, блин, как бы у тебя, наверное, будет другой режим, поэтому мы хотим как раз вот эту информацию так структурировать. Это огромная работа, ну, ты ее понимаешь, что это огромное время, много может занять, но, ну, хочется чем-то вот таким благим позаниматься. Поэтому, ну, будем надеяться, что производители поддержат, там, зайдут, сами за себя заполнят, ну, супер. А Еще, кстати, дальше, ну, да-да. хотел сказать 2 слова по поводу, так как я, опять же, много занимался тем, то, что заказывал оборудование с Китая, и тут его в Россию привозили, продавали. Я понял одну такую штуку. В Китае очень сложно с паспортом технических устройств. Его как такового вообще нету, как мы привыкли. Ну, то есть, какой ты паспорт напишешь сам, даже сами там китайцы у тебя в переписке спрашивают, ты что хочешь, сколько тебе ампер написать, сколько тебе КВТ написать, сколько тебе там ампераж и так далее. Ты ему говоришь, блин, хочу по максималке, и пишешь вот так, вот так, вот так, вот так. Потому что как такового паспорта только на некоторых заводах, на крупных производствах, когда китайские бренды продают именно свой бренд, когда сам завод отвечает за свой бренд, тогда они пишут еще паспорт технического устройства. А все остальное это и, ну, как сказать, кто разбирается, кто там заказывал оборудование, об этом прекрасно и многие знают. То, что хочешь туда, что и пишешь. И шильдики любые тебе приходят, и опять же это нормально. Тут ничего такого нет, это рынок. Ну, опять же, там, аппарат за 5000 рублей, не стоит ждать от него ПВ 250% или 300% там, и так далее. Да. У Здесь на меня самом деле вот тоже про цену ты правильно сказал, что ну, мы же не продаем, то есть мы максимум можем написать, что как бы ну, средняя цена, да, то есть не у нас, да, не ссылаясь на кого-то, а потому что характеристики, они все равно не позволят человеку там склониться в одну или в другую сторону. Ну, человек, выбирающий какой-нибудь там Фрониус, я еще раз говорю, стереотипами, если говорить, без обиды для всех производителей, кто смотрит, да, Фрониус, ну, он как бы круче, чем Аврора, да, пойду куплю Фрониус. Но все понимают, что как бы если он столкнется с реальным выбором, то, наверное, как бы такое сравнение, оно ну, сильно не изменит то, что выберет человек. Это, скорее всего, наверное, купит. А нет денег, то как бы он, ну, если там написано, что the best of the best, как бы, У меня такой вопрос. Какие у вас в ближайшее время мероприятия, какие-то, может, я не знаю, семинары, выставки, поездки, работа? Какие планы на ближайшее? а, у нас, в принципе, активно идет работа по чемпионатному движению среди образовательных организаций. Это как раз там такой хедлайнер нашей деятельности изначальный. У нас планируется чемпионат хай-тек осенью. Регулярно он проходит, и, насколько я понимаю, еще 5 лет будет как минимум проходить. То есть уже, я имею в виду, на бумажках подписан, да, что он точно будет, то, что все ждут как раз. У нас есть сотрудничество с разными корпорациями по поводу их проведения чемпионата, их корпоративных. В том числе планируется международный строительный чемпионат, тоже осенью, в октябре, если я правильно помню. Активности, ну, мы ведем работу с на выставках, то есть все мы взрослые люди, нам не очень как бы весело, когда мы заплатили там 500 000 на стенд,
Да, и в итоге все равно мы общаемся со всеми ребятами, ходим по стендам всех как бы производителей, потому что нам интересно. Ну, так а в чем смысл? То есть мы решили, что зачем деньги тратить, ну, все свои, тем более там тут пока нас не так, давайте мы просто предложим всем производителям, как бы давайте мы у вас будем там, сегодня у вас там утром, завтра у вас утром и так далее. Это по поводу выставок. По поводу проектов, сейчас интересные проекты идут с авиастроением. Россия столкнулась с санкциями, тут, наверное, никто нас за такие слова не накажет. Самолеты тоже ни для кого не секрет, что летают не вс... большая часть гражданских самолетов летает не сделана Да, да. в России. Как бы не хотели, чтобы эти самолеты перестали летать, но чинить-то их надо, поэтому вот дружим с ребятами. Ну, договор не разрешает называть авиакомпании, но, наверное, как бы плюс-минус можно догадаться, кто готов повышать качество своего труда и качество ремонта двигателей и всего остального в самолетах. Вот, как бы такие активности мы в движухе стараемся быть постоянно. На самом деле, мне кажется, мы сейчас вообще в тяжелое время. Ну, блин, это, наверно, все прекрасно понимают, то, что реально сейчас времена тяжелые, и прям очень такие тяжелые. И опять же, сейчас, наверное, в эту сферу, в этот момент, точнее, очень острая нехватка профессионалов, очень острая нехватка квалифицированных кадров. Ну, мы сейчас говорим про сварку, естественно, сварщиков. Потому что, как правило, бывает, ну, не знаю, там, допустим, я там раньше ездил по вахтам, работал на нефтегазе. Мои знакомые, кто, как сказать, кто там и раньше там ездил, не знаю, по вахтам также, так они теперь все едут за границу и работают там. Объединенные Арабские Эмираты, Африка, Китай, там, Штаты те же самые. Ну, то есть квалифицированные кадры, которые офигительно сваривают, которые супер-мега-сварщики, так они все разъезжаются по всей стране, как сказать, по всему миру, зарабатывают деньги, и их тут не нужно как-то винить, они зарабатывают деньги там для семьи и так далее. А в России как-то все не очень с этим вообще хорошо. И наша там система образования, как ты говорил в самом начале, там про техникумы. Вот мое первое образование, я закончил техникум с красным дипломом, специальное сварочное производство, мне выдали 4 разряд. И я с тем 4 разрядом, что я умел? Я умел зажигать электрод и тушить электрод. Все, вот все, что я умел вообще. И то, мне кажется, я еще со страхом зажигал дугу. Вот он реально 4 разряд. 4 разряд, как бы. Это потом уже, естественно, на производстве, там, с хорошим, как сказать, с коллективом, мне там поднатаскали, и там уровень пошел вверх. А если бы этого не было, ну как сварщик с 4 разрядом там кое-как зажигает дугу? Ну, я уверен, ни у одного у меня такая история. Как бы точно ни у одного тебя. Наверное, я бы сказал, что это правило, из которого бывают исключения. Ну, честно могу сказать. Мы, наверное, да, в рамках того, что ты начинал говорить, в тяжелое время живем, но тоже ни для кого не секрет. Мы, считаю, образовались в тот момент, когда все личное начало меняться, назовем это так. И сейчас действительно мы видим, что к нам приходят огромные там компании, корпорации, но, к сожалению, название не буду называть, как бы жить хочется, работать дальше хочется. Есть у всех того, что все хотят найти готового. То есть все сначала приходят и все говорят, нам нужно там 100 полуавтоматчиков под рентген-трубу. И еще нужно желательно 70 ручников. И мы говорим, что, ребят, как бы те, кто есть, они уже работают. Они говорят, мы им на 10 больше заплатим, например. То так человек, как бы ради 10 жестко там подрываться, куда-то бежать в рамках зарплат вахтовиков, но, наверное, как бы это не станет решающим аргументом. И более того, долго искать такие объемы. И мы всем говорим, давайте начнем работать с тем, что вы будете нам помогать обучать тех, кто пока еще не очень как бы может. Да, во-первых, у него зарплатное ожидание пониже все-таки. Конечно, Во-вторых, конечно. он у вас будет дальше учиться, потому что вы вложились в человека. То есть он с вами останется. Вот этот подход, который за рубежом, да, он очень много где встречается. У нас он пока только начинает набирать обороты, то есть не все крупные даже корпорации, компании, они осознают вот эту ответственность за, как
масштабирование вот количества этих сварщиков. То есть очень многие говорят, ну, мы всегда набирали готовых, и сейчас будем набирать. Ну, так не всегда бывает. Ну, вот так получается. Это как пример тоже приведу по поводу своего НАКСа. Я получил НАКС на НГДО, там СК и так далее, там куча категорий. А как это было? Я работал на Норильском никеле. Наверное, полгода проработал, и тут нас перевели на другой участок, и там нужны были специалисты, а специалистов не было, и что нужно было делать? Учить тех, кто есть. Вот нас там обучили в экстренном порядке, мы сдали на НАКС, получили эти корочки и уже приступили к работам более ответственным, более сложным. Там, в самом деле, там под рентген все было очень-очень серьезно. Ну, то есть, вот конкретный пример, когда компания там вложилась в своих сотрудников, которые их обучила, там, и сертифицировала, как сейчас говорят. Да, но здесь на самом деле тоже еще есть такая штука по поводу сварщиков. То есть здесь как любовь, она должна быть взаимной, да. То есть, конечно, все компании очень сильно боятся, что они вложатся в обучение человека, а он уйдет. И вот из-за того, что такое происходит, ну, такое действительно бывает, как раз это вот так по рукам бьет отделу по персоналу, э, и они начинают уже бояться вкладываться. То есть здесь на самом деле такой мой призыв искренний ко всем, да, к одним все-таки так сильно не бояться разовых каких-то таких ситуаций, к другим, ну, по возможности учитывать, что, ну, те компании, которые готовы вкладываться в развитие сотрудников, они, ну, и себе хорошо делают, но и человеку тоже, ну, неплохо так, да, сколько там за рубежом стоит обучить сварщика. Вот если по-нормальному учить в России тоже не совсем дешево это получается, с учетом цен на металл, газ и все остальное. Кстати, по оборудованию вопрос такой сразу же. Вот у нас ушли американские, европейские бренды, а вот наше отечественное оборудование справляется со всеми задачами. Ну, ты правильно говоришь, есть EvoSpark, есть ZTE. Блин, ну, это классное оборудование. Вот то, что было 5 лет назад, EvoSpark и ZTE, и, ну, хотя не, это одно и то же, там, тот же Eloy, там, берем 5 лет назад, ну, это, как сказать, ну, это хрень полная, если честно, это мое мнение было. Вот 5 лет назад Eloy тот же самый, и EvoSpark, ну, хрень полная. Сейчас, да, это полноценное, хорошее оборудование, которое, блин, радостно на нем работать. Вот по технологиям оно может, как сказать, заменить и ну, технологии, которые раньше использовались там у американцев, европейцев, там, не знаю, японцев, там, итальянцев и остальных, или нет? Как думаешь? А, Здесь на самом деле тоже классная история. Ну, раз уж мы здесь совсем представители теперь другого формата, не представляем какого-то бренда конкретного, мне это позволяет открыто говорить. Но вот в реальности, я не знаю, ты меня можешь поправить. Моя жизненная история, ну, как бы опыт, точнее, подсказывает, что все вот вайс-руты это хорошо. Все, что сверх этого, я встречал очень редко, когда применялось. То есть, наверное, в 85%, к сожалению, я сейчас не говорю, что слава богу, типа, все это фигня, да, я говорю, к сожалению, в 85%, когда человек покупал там какой-то дорогой аппарат, который имеет там импульсы, двойные импульсы, давай, только работай, ты приезжаешь, показываешь, сварщик говорит, круто, потом уходишь там презентацию рассказать, возвращаешься, у него снова столб искр до потолка, ты говоришь, почему? Он говорит, да, двойной импульс жужжит, как бы не нравится мне. Ну, вот это реальный пример из производства. И я понимаю, что до тех пор, пока реальное производство, сварщики на реальном производстве не научатся этим что-то в аппаратах сильно востребованы в реальной жизни. То есть вот как там кто-то писал, маркетологи, когда мы таблицу обсуждали, вот я лично столкнулся с этим. То есть на гоночном автомобиле нужно ездить, фильм какой-то был, я не помню, да, если у тебя гоночный автомобиль, ты должен ездить как на гоночном автомобиле, да, переключать Да. передачи на больших оборотах. Если ты покупаешь хороший аппарат, он должен окупаться в случае, если ты умеешь пользоваться этими функциями. Если ты купил хороший аппарат и не умеешь пользоваться и настраивать, ну, то есть, как бы, камон, можешь варить на чем угодно. Это вот, ну, ответ такой вот про уровень качества. Я бы сказал, для 85% людей такого радикального изменения, мне кажется, не произошло, прям резкого. Мне кажется, даже вот не 85, а 95, когда организация покупает там, ну, там, топовый полуавтомат со всеми функциями, там, с энергетикой, спецрежимами,
И когда по факту ты приезжаешь, там, не знаю, через неделю, через месяц, через полгода, никто их никогда вообще не включал. Они даже забыли про их существование. Хотя аппарат стоит 1 000 000 рублей или там больше или меньше, неважно. Там есть все. И как правильно ты говоришь, заходишь в цех, искры вот так вот, простой режим мануала, либо там синергетика самая простая, и то она какая-нибудь кривая, там другая программа включена, и ты думаешь, а вообще, ну как бы нафига вам этот аппарат за 1 000 000 рублей-то? Ничего у вас не изменилось, и есть такое. Это Да, наша специфика. да. Вот, ну да, то есть именно из-за специфики, то есть если бы это не было такой специфики, то, наверное, последствия ощущались бы гораздо сильнее. Ну, мое мнение. Но с одной стороны, вроде как здорово, последствия не так сильно ощущаются. С другой стороны, конечно, жалко, что люди действительно сейчас, ну, производство в России, оно насыщено хорошим оборудованием. То есть ты приезжаешь и действительно понимаешь, что этот аппарат может выдавать там вау. Но он не выдает не потому, что он плохой. Да, и здесь ответственность в том числе производителей, которые и продавцов, ну, менеджеров, которые продают коробку. В лучшем случае, да, это проводится тренинг, там, купил 10 аппаратов, мы тебе пришлем демонстратора, но что делает демонстратор? Он тебе объясняет, как настраивается панель, ну, как правило. Дальше он уезжает, во-первых, никто ничего не записывает, во-вторых, всем, в общем-то, из тех, кому он объясняет, наверное, все равно, потому что они до этого аппарата варили на обычном режиме, и значит, я все знаю. Типа, ну, не происходит такого, что меня научили пользоваться функцией, и она мне в жизни помогла. И поэтому я начинаю ей пользоваться. И все, на этом все рушится. То есть клиент недоволен, нафиг мы покупали за 1 000 000, там, этот клиент не идет к производителю, потому что 1 000 000 не окупился, сварщики говорят, да, как бы то же самое, что вот мы варили. Это, ну, как бы регулярная история, к сожалению. И я еще для себя еще тоже, когда вот работал в продажах, много что понял, то, что очень много зависит от демонстратора. У нас работал, когда я раньше работал в компании, продавал оборудование, сварщик Дмитрий, он занял 1 место на Atom Skills. Ну, в общем, ну, супер-мега крутой сварщик, там, вот такой вот профессионал, там, с закрытыми глазами, ну, конечно, я шучу, утрирую, ну, шовчики такие ложил. И когда мы с ним приезжали на любое предприятие, любой материал, любая проволока, ну, естественно, там наш сварочный аппарат, любой газ, он там показывал такую красоту, такой эффект вау. Там у меня каждый раз там челюсть отвисала. Как он это делает? Ну, это нереально. Так только робот может сделать. Там аккуратно, красиво, четко там все режимы как бы. И, конечно же, когда люди смотрят на такое, блин, так это не аппарат может, это этот именно сварщик может, потому что он получает хорошую зарплату, сварщик-демонстратор. Не зря он там выиграл этот Atom Skill, 1 место там занял по России. И, естественно, Мгм. как сказать, очень много в квалификации. Эффект вау-то можно Да, показать, а дальше-то что? А дальше у нас 2 крутилки, дед какой-нибудь старый, который, блин, херню мне привезли, и начинается. и да, и, к сожалению, в рамках этого еще страшно, что вот продолжая такую, это комплексная на самом деле ситуация-то в сварке. То есть мы говорим про вот твой пример, да, из ПТУ, из колледжа ты идешь на производство. Если на производстве тебя подхватит, ты сказал, хороший коллектив, да, а если попадешь в плохой, то тебя нехорошему научат, тебя наоборот отучат тому хорошему, что тебя вроде чуть-чуть там где-то дали. И все. Так а вот, кстати, опять буквально 2 секундочки ставлю. Так оно и получилось. Получил я разряд, пошел работать на завод, и тут деды 60 лет, которые мне говорили: Сергей, мы в сварке по 40 лет каждый, мы профессионалы, мы... Я думаю, ну блин, ну что, я им не буду верить? И они меня начали учить. И прошло 2 года, честно, как сказать, это я потом уже понял, я ни хера не научился варить. Потом я поехал на вахту, попал в звено, в звене работал с теми ребятами, которые были в Арабских Эмиратах, в Иране, в Индии, в Китае работали на трубах. И там, не знаю, за 2 месяца они из меня сделали профессионала. И я понял, вот эти вот деды 60-летние, 2 года, они мне ни хера не сказали, они мне, наоборот, всякую херню говорили. Вот вообще вот надо бы этих дедов выгнать бы куда-нибудь, передавали так называемый опыт. Ну вот, как сказать, Да, про ну, у нас старую тоже школу. пример был, когда, да, пример был, там на завод, в самом начале там отправляли ребят потренироваться на завод, на заводе им сказали, а что вы болгарите там шов? Мы тут побольше накрутим, и вот у тебя рентген пошел. Да, ну вот как бы тоже, конечно, выход из ситуации, но, наверное, не совсем корректный. Так, Михаил, что будем делать? Давай тогда предлагаю какую-нибудь тему на следующий эфир придумать. И, блин, классно вообще, ты столько много историй расскажешь про РВТ. На самом деле, мне очень интересно РВТ и следить за вами и так далее. Спасибо. Ну, про тему, слушай, может быть,
подписчики предложат что-то, мне кажется, О, было бы, ну, поговорим на любую да, тему. да, кстати, Про сварку, про сварку. про сварку, вот именно что. Кто сейчас смотрит, кто будет смотреть потом этот эфир в записи, вы пишите в комментариях, на какую тему. Мы также потом с Михаилом в удобное для нас время проведем эфир и обсудим конкретно какую-то там проблематику, тему или еще что-нибудь, связанную, естественно, со сваркой. Михаил, тебе большое спасибо, что уделил время. Да и, в Тебе принципе, спасибо. наверное, все. Ну все, тогда что? Тогда давай Всем пока. прощаться. Да, да, Михаил, Да, спасибо еще раз большое. Тогда все, пишите комментарии, тогда будем делать следующий эфир. Всем большое спасибо да. за просмотр. Всем Пока. пока-то. Пока.